Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект «Україна в вогні». Мене звати Рауль. Сегодня начнем с выступления Владимира Путина. Буквально вчера бункерный гном выбрался из подземелья, чтобы явить себя сенатором и другой челяди и сообщить им новости, подсмотренные на телеканале «Россия». Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться. Это очень интересное видео, где важна каждая деталь и каждое слово. Для меня очевидно, что Путин не просто черпает информацию из телевизора, но делает это с видеокассет. И пока посмотрел только эпизоды: день вторжения, день взятия Мариуполя и день взятия Лисичанска. И, конечно же, его абсолютно не интересует потери в операции, которая должна была длиться максимум неделю, но уже длится полгода. Но, может быть, такая информация интересна российским матерям. Сейчас вы видите ее внизу экрана, и цифра 37 200 убитых российских солдат – это не опечатка. 20% из этого количества, скорее всего, офицеры, и около 70 человек – это летчики, которых надо обучать годами и десятилетиями. 70 – это много. Можно сказать, что мы уже выбили элиту, а молодежь пока промахивается даже по острову Змеиный. И это мы еще не получили все западное оружие. Военное и политическое руководство судорожно скрывает всю правду о потерях, но трупы вываливаются со всех щелей. Вот видео, которое снято на Камчатке. В последний путь провожают 36 портретов российских десантников. Я убрал музыку со словами «Правда за нами» и прочие сопли в стиле шансон. Но вот эти вот свадебные спецэффекты далеких 80-х годов я оставил. Тем не менее, в отличие от многих, я не буду преуменьшать угрозу или силу российской армии. С ужасающими потерями в живой силе и технике они таки захватили Луганскую область и юг Украины. На данный момент 20% нашей территории оккупировано. Но это не было легкой прогулкой, и каждый украинец знает, что Россия нанесла по нашей стране удары всеми видами вооружений, кроме тактического ядерного. Поэтому все эти угрозы Путина для нас выглядят как анекдот про тщедушного мальчика с огромной головой, который высовывает ее из-за забора и требует у других детей отдать мячик, потому что если он сейчас весь выйдет, то всем мало не покажется. Путину не повезло, ему ответили вполне по-спартански: приди и возьми. И что теперь? Может ли Путин усилить натиск, если у него резервы? С натиском на данный момент беда, которую российские военные называют оперативная пауза. Видимо, взятие Северодонецка и Лисичанска обошлось россиянам недешево. И если в начале войны на фронт посылали лучших из лучших, то в этой фазе закончились уже даже лучшие из худших. В России продолжается скрытая мобилизация. Добровольцев уже набирают просто в тюрьмах. Как сообщает солидный телеграм-канал «Важные истории», в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в добровольцы для поездки на Донбасс в составе ЧВК «Вагнер». Об этом рассказали родственники осужденных. За полгода службы добровольцу обещают выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать, если он, конечно, выживет. Еще интереснее, хотя куда еще интереснее, обстоят дела на оккупированных территориях. Теперь у коллаборантов и любителей русского мира есть уникальная и отнюдь не добровольная возможность пополнить ряды российской освободительной армии имени Владимира Путина. Потому что ополченцы ДНР и ЛНР подошли к концу, но тех вообще никто никогда не считал. Вот при этом вы скажете, что прямо сейчас я занимаюсь дегуманизацией россиян. Но факты говорят об обратном. Они сами прекрасно с этим справляются. И для этого не нужна война.
Вот видео из Российской Федерации, где хозяйка бросила свою парализованную собаку прямо в ветклинике после того, как ей обозначили сумму за лечение в 1500 рублей. Я легко ее представляю в госпитале, где она получает компенсацию за парализованного мужа и также невозмутимо покидает здание. Да, по итогу на операцию собачки собрали деньги, но факт остается фактом. Может ли Путин начать настоящую мобилизацию, переименовать спецоперацию в войну, а экономику перевести на военные рельсы? Может. Но по мнению не только западных, но и российских экономистов, такое решение мгновенно приведет к коллапсу экономики, а мотивация и подготовка мобилизованных солдат будет ниже плинтуса. Относительно вооружений никакого секретного вундерваффе у россиян нет. Поэтому достаточно смешно выглядит поддакивание усов Пескова о том, что потенциалы несоизмеримы. У России он велик, и в спецоперации задействуется лишь его часть. На фоне расконсервации допотопных танков Т-62 это звучит несколько нелепо. Потенциал России, возможно, действительно не пролазит трехлитровую банку, но навряд ли настолько велик, чтобы положить на всю западную коалицию. Иначе с чего бы этот вой на болотах в связи с новой поставкой всего каких-то 4 несчастных хаймарсов? Если даже они, по словам России, могут затянуть войну, то выходит, что штук 40 эту войну могут таки выиграть. А теперь давайте взглянем на видео с Путиным с позиции нашей с вами партии свидетелей рака Путина с Ракопу. Думаю, вы обратили внимание на стол размером с древнеримский Колизей. Как любил говаривать великий украинский писатель Николай Гоголь, не каждая птица долетит до середины такого стола, а табакерку сможет метко добросить только очень подготовленный человек. На первый взгляд старик Кабаев выглядит бодрым, говорит бойко и с интонацией. Но если посмотреть на форму лица, то старик как-то сильно похож на русского Колобка, который опух по всему периметру лица. Возможно, это попытка разгладить морщины инъекциями ботокса, а может побочка от медикаментов. В любом случае, абсолютно очевидно, что Путин панически боится подхватить любую хворь. Обычно такое внимание к каждому микробу случается, когда твой организм и так борется с какой-то очень опасной болезнью, и любой чих может привести к фатальным последствиям. Так что, коллеги из Ракопу, не теряем надежды, старик все непременно врежет дуба. Всех остальных приглашаю вступать в нашу партию. У нее понятная идеология, прозрачные и достижимые цели. И, кстати, вот еще один аргумент в пользу моей теории, что Путин узнает новости о стране из видеокассет, где ему все нарезают отдельными эпизодами. Вот на этом видео очевидно, что кто-то перепутал год и проблематику. К сожалению, большое количество школ еще не газифицировано в стране. Я вот смотрел справки, даже, честно говоря, удивился. Очень много. Я думаю, что приблизительно на таком же уровне Путин владеет информацией о состоянии и потенциале российской армии. А сейчас мы плавно переходим к экономическим достижениям нашего противника. Искандеры в Российской Федерации давно не смеются, а вместе с ними приуныли и другие отрасли экономики. Начнем с банковской системы. Сбербанк России сообщил, что из-за проблем с европейскими поставками в России возник дефицит чипов для карточек. Их будут реимплантировать. В переводе с российского новояза нам не только отключили SWIFT и от нас не только ушли мировые платежные системы, но и... Чипов стало мало, стоить стало дорого. Соответственно, наши коллеги из Центра эмиссии придумали решение близко к гениальному – реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты. Запомните, реимплантировать – это означает выковыривать. Уверен, что по этому же принципу вскоре в России появятся целые отрасли экономики, например, химчистка туалетной бумаги или реимплантация зубных пломб. История с компанией «Вкусная точка», которая приобрела останки Макдональдса в Российской Федерации, еще анекдотичнее. После скандала с заплесневелой булкой компания продолжила радовать потребителей. Часть сети прекратила продавать картофель фри, сославшись на неурожай картофеля в Российской Федерации. На этот момент Картофельный союз России уже опроверг информацию о неурожае, а у белорусского агрофюрера носом пошел крахмал. Я же подозреваю, что картофель просто закончился на складах и в холодильниках Мака, а из любой картошки фри не сделать.
Еще интереснее обстоят дела в автомобильном бизнесе Российской Федерации. Здесь у нас разнонаправленные тренды. С одной стороны, сейчас вы видите картинку очевидного успеха России в освоении фотошопа. На картинке изображен, по мнению российских фанатов, легендарный автобус ПАЗ, который будет выпускать автозавод ГАЗ. Автобус получил классические фары советского образца и отечественный турбодизель с нормами выхлопа Евро-3, что между нами, наверное, означает Евро-0. Также дизайнер, видимо, уже от себя добавил кольцевой обвес и, наверное, 26-е, если не 30-е диски, которые стоят как автобус. Еще очень интересно, по каким дорогам будет ездить автобус с клиренсом в несколько сантиметров. Хотя, возможно, он также рассматривается как снегоуборочная машина. Тогда все норм. В любом случае, все, как всегда, закончится приблизительно вот этим. А в это же время, по данным Росстата, на которые ссылается агентство ТАСС, по сравнению с апрелем 2022 года снижение производства составило 81%, а продажи новых легковых и легковых коммерческих автомобилей в России в июне сократились на 82%. По большому счету, еще есть куда падать и рано впадать в отчаяние, особенно если учесть, что наконец-то презентована свежая линейка автомобилей марки «Москвич». Если эти модели вам вдруг по каким-то причинам сильно напоминают китайские модели от производителя JAC, вы недалеки от истины. Вишенка на торте. Министр транспорта России в принципе не против пересесть на «Ладу», если автомобиль сделают нормальным, то есть он не пересядет никогда. А судя по пропагандистам, вся надежда на оккупированные территории, потому что там есть все, но распределять все это будет Россия. Сейчас вот в Херсонской области, которая, как известно, аграрная область, аграрный край, там уже начинает поспевать урожай. Вот весь мир переживает, что будет продовольственный кризис. Слава богу, нам переживать об этом незачем. Более того, мы можем с миром поделиться с теми из этого мира, кто будет вести себя прилично. Правда же? Кому-то мы можем продать, кому-то мы можем просто помочь. Мы, слава богу, можем себе это позволить, потому что у нас, в отличие от Индии и США, у которых в этом году засухи, слава богу, не было, у нас, ну, как нормально, и виды на урожай у нас, Бог даст, хорошие. Рекордные планируются. Ну вот сейчас созрела эта редисочка в Херсонской области, молоденькая картошечка, зелень, им надо ее куда-то сбывать. На этом зиждется их благополучие, их экономика, они этим живут. Они, как нам рассказывают, мне рассказывают военкоры наши, которые приезжают оттуда и общаются с людьми на месте, они очень рассчитывают, чтобы можно это было сбывать в Крым. Мне кажется, что это отличный план, как для воров и мародеров, но как-то непонятно, куда же делать все величие и вся экономическая мощь России. Выходит, ребятишки, вы все это время банально выпускали газы? Да, я знаю, что сейчас сотни зрителей из России сбивают в кровь пальцы и строчат комментарии на тему, а вот ваши производства и ваши продажи упали еще больше. Да, это правда, но на нас напали, нам разрушают инфраструктуру и целые города, а с вами мы еще даже не начинали, но ви уже розсипаєтесь на глазах. Ви дивилися проект «Україна в вогні». З вами був Рауль. Пам'ятайте про те, що Російську Федерацію буде зруйновано. Слава Україні!